В этот раз я отправился в необычную самобытную страну с древней историей, в Азербайджан. Я давно хотел посетить эту страну, но с мая 2022 года сделать это стало гораздо проще и дешевле. До поездки я мало чего знал об этой стране, но как оказалось позже, поездка в столицу Баку – это тот вариант, когда ты получаешь в десятки раз больше, чем ожидаешь. Помимо интересных мест Баку у Каспийского моря, общения с жителями, дегустации местных блюд, напитков и уличной еды, я покажу новую реальность, как путешествовать сейчас без карт и валюты. На все путешествие по 3 странам Закавказья – Азербайджан, Грузия и Армения – у меня есть только наличные рубли. Также я расскажу про правила пересечения границ, как добраться в Грузию и удастся ли мне посетить Армению после посещения Азербайджана. А что из этого получилось, смотрите в этом выпуске на моем канале Travel Forever. Азербайджан уникален благодаря своему географическому расположению, так как он одинаково близко находится и к Ближнему Востоку, и Закавказью, и к Восточной Европе. На протяжении всей своей истории Азербайджан выполнял роль связующего звена между восточной и западной цивилизациями. Он был один из главных перевалочных пунктов знаменитого Шелкового пути. Современный Азербайджан больше похож на западное государство, чем на страну бывшего СССР. Его столица, город Баку, считается одним из самых интернациональных. Здесь можно погулять по старому городу, увидеть небоскребы и необычную архитектуру, шикарную набережную, места съемок различных фильмов наподобие «Бриллиантовой руки». Помимо химической, горно-рудной, нефтегазовой добывающей сферы, в Азербайджане развиты разнообразные отрасли пищевой и легкой промышленности. В основном это консервная, чайная, табачная и винодельческая продукция. Не стоит забывать и про санатории и лечебницы. В последние годы Азербайджан лидирует среди стран СНГ по темпам экономического роста. Уровень бедности из года в год снижается, а ВВП увеличивается. И это значит, пора отправляться на улицы Баку. Новое путешествие, отправляемся в город Баку, Азербайджан. Вылетаем на Азимуте, новая авиакомпания, первый раз на ней лечу. И необычный здесь самолет, как он называется? Сухой суперджет сотка? Сотый. И смотрите, какое расположение мест здесь, то есть 2 слева и 3 справа. Вот эти места называются А и С, а там Д и Ф. В общем, необычно, а буковку Б не знаю, куда-то дели. Организовать самостоятельную поездку в Баку очень просто. Гражданам России не требуется виза, достаточно заграничного паспорта, в который по прилету поставят штамп. На майские праздники мы решили исследовать 3 страны из Закавказья, и первой страной стал Азербайджан. Попасть в Баку в 2022 году можно либо авиасообщением в города Баку или Гянджи, или же заехать в страну по сухопутной границе через Грузию. Сухопутная граница России и Грузии сейчас открыта. Въезд и выезд разрешен без оснований с 15 мая 2022 года. Мы прилетели в Баку из Минеральных вод авиакомпании Азимут, так как это самый дешевый вариант. Билет обошелся всего 7000 рублей, а долететь до Минеральных вод с Москвы обошлось 5500 рублей. Если рассматривать прямой перелет Москва-Баку, он обойдется в минимум 25 тысяч рублей. Сейчас есть билеты за 7000 рублей из Минеральных вод на август 2022 года, поэтому успевайте. Лучший вариант этим летом я считаю проехаться по Грузии на машине, либо же долететь до Владикавказа, взять трансфер на машине до Тбилиси за 3000 рублей, а уже оттуда в Азербайджан. Выйдет намного дешевле. Ну что, друзья мои, у нас новая страна, Азербайджан, 10-я страна в списке. Ну все, ребят, мы в Баку, наша 10-я страна. Сразу видно, что аэропорт такой роскошный, на полу лежит ковер. Быстро прошли досмотр, и также здесь требуется вакцинация. Спутник у нас проходит, так что все окей. Отправляемся в город. И, кстати, у нас немаловажный факт. Вначале нам нужно поменять рубли на манаты, на местную валюту. Так что сейчас будем искать, пробовать, вообще возможно ли это сделать, потому что путешествовать без кредитных карт это что-то новенькое для нас, но в то же время интересно, и в то же время можно снять какой-то контент, показать вам, поделиться, чтобы уже кто-то воспользовался. И вот у них первый Money Exchange, такой вот у нас курс, то есть что у нас, где тут РУР 0,240, да? Ну, в общем, аэропорт у них очень большой и современный, очень приятно гулять. И больше обменников мы не нашли, поэтому сейчас посмотрим еще в той стороне. И я думаю, курс не совсем выгодный,
так как нужно было смотреть вот столбик, который слева. Поэтому какую-то небольшую сумму снимем, думаю, чтобы чисто доехать, сегодня покушать. За отель мы уже заплатили онлайн через островок. И завтра уже в какой-нибудь банк сходим, наверное, поменяем, потому что, ну, скорее всего, здесь курс очень невыгодный. Официальный курс 0.24, если посмотреть по Google поиску. Но если вы покупаете, то будет курс не 0.24 за 1 рубль, а 0.17, короче. Вот, не 0.024, а 0.017, поэтому крайне невыгодно брать. Ну все, поменяли небольшую сумму, решили 3000 поменять, чтобы хватило на проезд на двоих и сегодня перекусить, поесть. Вот. То есть отдали 3000 рублей, дают 51 манат, то есть за 1000 рублей примерно 17 манат дают. И валюта у них выглядит следующим образом. То есть 1 манат, больше, кстати, похоже на какие-то евро, такие короткие. А вот десяточка, смотрите, подлиннее у них. 10 манат, он манат и 20-очка такая вот. Какой тут бокал нарисован, что ли. Ну все, отправляемся. Сейчас будем искать автобус H1 и отправляемся в город. В общем, как приобрести билет на автобус? То есть подходят такие вот автоматы находятся. Вот это пополняемая карта, вот это разовая. То есть пополняемых картных в наличии нету, поэтому купить не можем, но можно купить разовую. Нажимаете разовую, будет стоить 2 маната, то есть 2 на 40, это, например, 80 рублей. Нажимаете ОК и, собственно, вводите монеты. Но у нас монет нет, сейчас попробуем обменять, чтобы купить карточку. Вот. Десятка, кстати, русская, 10 рублей, у них идет за 0,1 АЗН, но крайне невыгодно. Поэтому мы идем менять на мелочь, чтобы купить билет. В общем, договорились с полицейским, ну так, поговорили, пытались какие-то поменять, никто не менял, подошел полицейский и заказал нам такси. В общем, вот он мы сфоткали номер на Приусе. В общем, за 9 манат решили доехать, так как тот банкомат не дает... можно купить билет, но как бы очень долго будет только поезд, автобус, да, автобус только в 10, поэтому поздно. Настя. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо. Доехали, в общем, мы на такси, вышло недорого, всего 7,45 манат, очень круто, спасибо полицейскому, который нам заказал такси, и вот доехали до старого города, в принципе, ну, чуть-чуть дороже, чем на автобусе, но зато быстро, с комфортом, на Приусе долетели. В общем, по первым впечатлениям город очень понравился, очень много разных цветовых зданий, вывесок таких, ну и такой стиль какой-то непонятно, то ли какой-то французский, то ли что, некоторые здания очень... атмосферные. Вот движение, кстати, довольно быстрое здесь. Вот. Сейчас идем населяться в отель и пойдем погуляем по городу. А сегодня мы остановились прямо в старом городе, в Баку, историческая часть, то есть до всех мест очень близко. Такой вот номерочек. Заказывали отдельной кроватью, но дали такую вот. Ну, вроде можно раздельить, я так понимаю, просто 2 кровати. Вот. Ванная, душ, ну, в целом все обычно. И, кстати, что немаловажно, стоит всего 2200 за ночь в рублях. В тех же минеральных водах мы минимум нашли за 3000. В общем, такой вот ценник. И причем еще в старом городе. Ну все, пойдемте гулять, да ужинать. Ну, зашли в такое заведение, называется Аришта. И примерно меню следующее. Ну, давайте пробежимся. Мы взяли, в общем, гурму, плов, 7 манат. Цену умножайте примерно на 41 где-то.
Взяли садж с мясом, это что-то в виде шашлыка, я так понял. С разными фруктами, овощами. И посоветовали нам гаурму, что-то типа, не знаю, жаркого, что ли, или что. Ну, в общем, посмотрим. Ну и чай, как бы. Вот, принесли первое блюдо, плов. Набирай. Выглядит, в принципе, прикольно. Я только не пойму, это что, какие-то сливы или курага, или что это? Но мясо сразу вкусно, заметно. И вот это необычное, курага, и вроде что-то сливы. Ну и, конечно же, принесли нам самое главное блюдо, садж. Хотелось попробовать очень. Сколько я понимаю, что-то в виде шашлычка и с разными овощами. Вот есть картошечка, баклажаны, перчик, помидорка и вроде грибы даже есть. Ну, в целом круто. Спасибо. В общем, небольшой подарок от заведения. Принесли персиковую настойку. В целом прикольно. Ну, не такая прям. Ну да, ну крепкая, но не прям что вот. Поели в заведении. В заведении вышло недорого, 26 манат. Если перейти на рубли, то нужно умножить на 41,42 за 1 манат. В общем, в целом неплохо поели. Еда вкусная, но немножко, конечно, было такое больше масляное. В общем, в следующий раз надо брать еще какой-нибудь супчик, я думаю, вот для полного кайфа. Но все, погода в Азербайджане классная. Намного теплее, чем в Минеральных водах, в Пятигорске, дождя нету. В принципе, такой небольшой ветерочек есть. В общем, необычные селочки. Словно, не знаю, в какой-то арабской сказке находишься. Ну, некоторые такие есть старые, вот, допустим, как это. Но есть и более такие украшенные здания. Вот, в общем, тут реально можно заблудиться, словно какие-то лабиринты. Идем в следующий отель. Атропат Олд Сити называется. Ну да, такой типа. Ну, заселились в новый отель, так как там решили продлить номер, но мест уже не было, поэтому переселились в средний номер. Чуть-чуть дороже он вышел, 2700. Вот. В принципе, как-то все так выглядит. Кровати, телевизор и санузел. А чё в смысле? Санузел. А тут что? Тут покруче, да? Ну все, наконец-таки отправляемся исследовать город. Погнали. Старый город Баку. Местные жители называют этот район Ичери-Шехер. Старинный жилой квартал окружен высокими крепостными стенами, которые хорошо сохранились, несмотря на почтенный возраст. По данным археологических раскопок, территория была заселена еще в бронзовом веке. Сегодня заповедник включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Туристы приезжают сюда, чтобы осмотреть роскошные дворцовые комплексы, многовековые башни, мечети, церкви и музеи. Главные достопримечательности этого района – это Девичья башня, северные крепостные ворота, мечеть Мухаммеда и баня Ичери-Шехер. Старый город много раз был изображен в картинах известных художников и описан в знаменитых литературных произведениях. Именно здесь, в районе старого города, снимались легендарные кадры фильма Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука», где главный герой ломает руку. Черт побери! Черт побери! Черт побери! Черт побери!
Ну и одно из самых популярных мест, это вот здесь снимали кафе «Бриллиантовая рука», черт побери. Здесь главный актер шел и падал, и говорил вроде черт побери. Поэтому здесь есть кафешка. Если хотите заходить, просто там мы скажем. Заходите, заходите. Рустам, покажи, пожалуйста, я тебя... Да, конечно, я курю, поэтому он покажет. Нет, там живем. Вот здесь. О, Вот про бабушкин дом, я заживу. да? Это. Ничего себе. Никакой аптека. Здесь был подвал прошлый. Они реставрировали здесь. А вот здесь стоите, это был 5 метров внизу. А, ниже было. Да, да. Здесь 8 ступеньки были, видите? Сейчас остался один. А вторая дверь, где они стоят, вот Гайдай Никулин, вот эта дверь. А, ничего себе. Вторая дверь, да. Вот поближе здесь есть, видите? Угу. Вот эта дверь, вот эта дверь. Ничего себе, да. А здесь был 2 двери, 1 окна. Вот 1 окна вот здесь. Ага. Прикольно. Ну, а это в каком году? 62-м. 62-м? Да. Блин, прикольно, И надо пересмотреть, да? Да, Что еще раз смотрите. Я много чего да. не Да, помню. сейчас посмотрим. Ну, Я и... еще- А откуда приехали? Что нам тут еще показывают дополнительные места. Сюда. Нет, стоп. А, здравствуйте. Здравствуйте. А, ничего себе. Где он? Срывной. Смотри, снимай куртку. Сюрприза там тебя. Это можете одевать. Ты знаешь... Ну, после посещения места и вот того заведения, черт побери, где снимали «Бриллиантовую руку», захотелось даже пересмотреть фильм. Как-нибудь надо это сделать. Ну, а здесь, конечно же, можно бесконечно бродить по улочкам старого города. Ну, кстати, что днем, что вечером, тут очень мало народу, да? В старом городе, В общем, хотели посмотреть еще дворец Ширваншахов, но он закрывается в 18:00, поэтому не успели зайти. Поэтому пойдем уже, наверное, ближе к отелю. Ну и так, по пути посмотрим немного старый город. Ну, в целом местечко прикольно, погулять можно. И оказывается, у нас тут есть в отеле своя смотровая площадка, и в том числе даже на вот эти вот Flame Tower, огни Азербайджана. Ну, прикольно, да? да? Советую многих подписчиков. Пришли в шаурму, заведение номер 1. Взяли такую вот шаурму. Вот так вот она выглядит. В принципе, нормально, длинненькая. Сейчас будем пробовать, тестировать. Ну как, Андрюх, по вкусу? Бомба? Или пока еще не распробовал? Нет, вкусно. Вкусно? Сухая, не сухая? Нет, соуса. Соус, все. Мокро. Попробовал шаурму. В целом, довольно-таки вкусная. И что самое главное, не такая сухая, есть соус, как бы огурчики, мясо хорошее прожарено и картошечка. Мы так не играем, блядь. В общем, пришли в следующий банк посмотреть курс. Курс здесь еще хуже, 0,014. То есть вот. Ну, пока самый лучший у нас был 0,079, да? 17? А, да, не 7, а 17. 0,017. Ну вот, нашли на Азерпост. Здесь курс очень хороший. 200 стоит. Но здесь не работает сегодня. Что там? Нашел? Покажи где. Не нашел. Дом советов там. Дом советов. Сейчас будем искать, где находится Дом Советов, там курс. Ну, потому что 0,2 вообще выгодный курс. 0,21 даже, да. А везде 0,017.
общем, радостные зашли на почту у них поменять по такому хорошему курсу 0,02 за рубль. Но, к сожалению, то ли они не меняют сейчас рубли, то ли у них рубли закончились. В общем, не получилось поменять. Вот. И узнали, что сегодня, оказывается, что у них как у Роза Байрам, да, праздник. Ну, вот конец, получается, месяца Рамадана. И все банки, короче, не работают. Так что сейчас будем искать, где обменять. Вот, ну все. Следующий 0,212 манат за одну. Ну все, обменяли. Вышло, то есть 6000 рублей на 127 манат. В принципе, курс самый-самый лучший, который могли найти. В общем, двадцатки, пятерки дали и однерки, да? Десятки есть. Ну, в целом нормально. Ну, так что все, если будете менять, то Capital Bank самый более-менее курс. Все, идем гулять дальше. По итогу могу сказать, что лучше всего брать доллары или евро, если вы приобретаете их по хорошему курсу. Но в целом и русский рубль чувствует себя неплохо, хоть и немного ниже в обменниках. Продолжаем исследовать город. В принципе, город довольно-таки современный. Здание, не знаю, в каком-то стиле. Больше к европейскому стилю все относится. Поэтому, не знаю, словно реально не где-то там, не знаю, за Кавказом, а словно в какой-то Европе гуляешь. И все обустроено, все красиво. Так что в целом приятно сюда приезжать, гулять, так что приезжайте. Баку всех ждет. В общем, какой раз уже иду и замечаю, что у них бордюр из мрамора сделан. Представляете? Я не знаю, с чем это сделано. Ну вот, это реально камень. И, кстати, все переходы, вот здесь мы проходили только что, тоже там гранитный или какой-то мраморный пол, стены тоже. В общем, не знаю. Видимо, по полной, короче, все обделал, чтобы было красиво, роскошно. Как-то так. Но, видимо, поэтому и сравнивают его с Дубаем. А вон, кстати, значок виза, которая перестала работать в России. И из-за которой мы сейчас ищем офис, пост-офис, там, какой там, Азерпост, где самый лучший курс для обмена с рублей. Ну, в общем, почти целый день уже погуляли по Баку. И впечатление такое, что город довольно ухоженный. Все чисто, мусора вообще нигде не видели ни разу. И, ну, стараются как-то заботиться о городе. Не знаю, бордюры из мрамора, что-то в виде такого. В общем, здания такие необычно новые. Поэтому здесь приятно гулять. Поэтому можно приехать, отдохнуть. Но, знаете, если майские, то может быть холодно, как сейчас, если дует сильный ветер. Поэтому, наверное, приезжать лучше в июне, либо осенью. Так, купили баки карт. То есть стоит она всего 2. И сразу можно пополнить, то есть несколько проходить. Ну и все, можно проходить. В целом, одну можно взять, сразу будет, и все. Кататься вдвоем. И первый раз спускаемся в бакинское метро. Но метро похоже на московское. В общем, у нас произошло ЧП, так сказать. Мы хотели добраться до города Тбилиси в Грузию на поезде. Баку-Тбилиси прямой поезд ночной. Как раз можно было сэкономить на отеле и проехать спокойно на плацкарте. Полежать спокойно, поотдыхать. Вот. Но оказывается, в этом году, я не знаю, в этом, либо с какого года, до Тбилиси не ходит поезд. Поэтому нам придется добираться либо на автобусе,
Думаю, скоро узнаем. Но на автобусе вроде 12 часов ехать, это просто жесть. Либо же автостопом. Вот, что более интересно. И можем мы, в принципе, попробовать, что такое. Ни разу особо я не пробовал. Поэтому сегодня догуляем до Баку. И завтра будем думать, как добираться до Тбилиси. Вот, как-то так. В общем, гуляли и дошли до зеленого рынка. Давайте глянем, какой у них ассортимент есть. В общем, зашли на рынок посмотреть овощи, фрукты, взяли клубнику. Клубнику можно взять у них где-то за 4,5, ну 5, грубо говоря, 5 манат за килограмм, то есть 5-4, ну 200 рублей примерно стоит. Вот, может поторговаться, конечно, подешевле взять. Попробовал у них помидоры, в принципе сочные, ну и прям пахнут. Ну, похоже на настоящие, не как у нас в Магните. Вот. Арбузы есть, но арбузы еще не сезон, поэтому смысла брать, наверное, нету. Вот. Персики есть, но персиков тоже мало так. И, кстати, ничего удивило, есть такой гранат подсушливый. Не знаю почему. Возможно, его поздно как бы сорвали, либо что, но как-то вот так вот. Так что, если нужны фрукты, приходите на зеленый рынок, называется он. Недалеко от ЖД вокзала. Давайте здесь пройдемся. Всегда думал, что у них баклажановое такси, но какой раз уже вижу, вот реально такое такси. Именно, не знаю, какого-то красного, вишневого цвета. В общем, необычно, короче. Мы сейчас отправляемся к музею Гейдара Алиева. Самое красивое здание у них в Баку. Осталось вот идти где-то около километра, дойдем, посмотрим. Но наконец-таки добрались до музея Гейдара Алиева. Как говорят, Азербайджан самое красивое здание в городе. Пойдемте узнаем, сколько стоит билет и что там внутри. В самом центре Баку расположен современный высокотехнологичный комплекс, культурный центр Гейдара Алиева. Необычная волнообразная форма, в которой совсем нет прямых линий, сразу привлекает внимание. Гейдар Алиев – это бывший президент Республики Азербайджан. Создала этот проект знаменитый архитектор Заха Хадид. Если вы смотрели выпуски из Италии на моем канале, то здание современного искусства в Риме спроектировала тоже она. В центр входит одноименный музей, административные офисы, просторные выставочные залы. Для гостей обычно открыто несколько экспозиций. Шедевры Азербайджана, посвященные истории страны и ее культурному наследию, мини-Азербайджан с уменьшенными копиями главных архитектурных и исторических объектов, и добро пожаловать в Азербайджан с коллекцией колоритных фотографий. В отдельном кабинете этого здания установлен интерактивный глобус, с помощью которого можно визуализировать встречи Гейдара Алиева с главами других стран. Ветер, конечно, вообще жесть сегодня. Я не знаю. 2 мая, 3 мая, прям просто жесть. Ну а после посещения музея Гейдара Алиева можно посидеть на траве, или поиграть в какие-то игры, либо же взять клубнички по пути на зеленом рынке и поесть, наслаждаться. Ну что, Андрюх, как клубника тебе азербайджанская? Пойдет. Можно есть? Очень вкусно. Честно. Мы решили подняться к Flame Tower наверх, и можно подняться это на таком фуникулерчике. Стоит 1 манат. В принципе, недорого. Можно было, конечно, подняться еще пешком. Там еще есть недалеко аллея шахидов и панорама на весь Баку. В общем, решили подняться. Но пешком, конечно, неохота идти, поэтому мы решили сократить на фуникулерчике. Ну а теперь в дневное время решили подняться к Flame Tower, или башне огней. Вот они так выглядят снизу. Здесь у нас памятник
герой Советского Союза, генерал Ази Асланов. И, насколько я понял, вот это вот у них называется аллея шахидов. Я, кстати, загуглил, что такое аллея шахидов. Ну, шахид. Шахид — это, получается, мусульманин-мученик, который умирает как бы за веру. Умер за веру. Вот. И после данной аллеи еще есть какая-то смотровая площадка на весь Баку. Давайте посмотрим. Вот, в принципе, здесь уже что-то виднеется. Но там, я думаю, дальше будет что-то покруче. Башни пламени или Flame Towers впечатляют одним своим видом. Они напоминают 3 развивающихся языка пламени. Это самые высокие башни в Азербайджане. Внутри находятся гостиницы, офисы, квартиры. Особого внимания заслуживает вечерняя подсветка зданий, так как зрелище предстоит по-настоящему фантастическое. На огромных плазменных экранах, которые полностью покрыты внешние стены башен, отображается движение огня. Увидеть невероятный факел можно со всех точек города. Вот, наконец-то поднялись на смотровую. Несколько раз проходили мимо, и тут заметили, оказывается, есть у них Венеция. То есть можно как-то, я не знаю, возможно, арендовать можно лодочки, либо просто, чтобы тебя покатали по таким канальцам. А вот так у них выглядит обычный переход под землей. То есть мрамор, стены из мрамора. Сразу взяли питье, такой вот бульон вначале наливают из горшочков. Вот, а потом, короче, размалывают. То есть тут, смотрите, баранина, каштан, там что-то горох, какие-то еще вроде овощи. Но суть в том, что вначале нужно съесть как бульончик, после уже есть то основное блюдо. В общем, сейчас пробуем. Ну, вкусно очень. Ну, это вот вторая часть, получается. Размельченная говядина с разными фруктами, горохом, каштаном, что-то еще чем-то. В целом выглядит, конечно, не очень презентабельно, да? Баранина. Говядина. А, да. Как будто это... Давай, время идет. Выглядит так, как будто это кто-то ел уже до меня. Да. Привез и... Ну, больше вкус мяса чувствуется. Мясо вкусно. Ну, немножко, да, что-то и Ну, горох. баранину на самом деле не очень. Не все едят, типа, на любителя баранину. Но я ем, мне нравится. У меня тоже. Ну, еще одно блюдо. Люля-кебаб с рисом. Ну, в целом, еда у них вообще зачетная. Помимо мест, которые я показал в городе Баку, мы хотели посмотреть и места за городом. Но арендовать машину так и не получилось. Поэтому, если собираетесь в Азербайджан, записывайте несколько интересных мест. Во-первых, это необычная гора Бишбармак, заповедник Габустан с грязевыми вулканами и природный вечный огонь, пламя Янардак. Благодаря подобным огням по всему Абшеронскому полуострову Азербайджан назвали страной огней. Сейчас языки пламени изображены даже на государственном гербе страны. Ну а мы отправляемся дальше. Завтрак настоящего азербайджанца. Все, у нас сегодня последний день, наверное, в Баку. Вот сейчас отправляемся на автовокзал. Попробуем как-то добраться до Тбилиси. Если не получится, то поедем автостопом. Все, ребят, нашли автовокзал. Сейчас узнаем, можно ли вообще добраться до Тбилиси. Если нет, то, возможно, поедем до Гянджи, а там уже где-то будем искать, как добраться. Но насколько я узнал, что
КПП есть, как называется, Красный мост. Вот если оттуда можно доехать, то будет классно. Ну все, сели на автобус. Решили не испытывать удачу, не ехать на автостопом. И вот так вот выглядит у них автобус. Взяли билет до... Как там, Красный мост называется, да? Да, до граничного, короче, пункта КПП. И там уже, видимо, будем проходить границу так. И дальше уже по Грузии добираться, искать как. Проезд обошелся что-то 11,99, ну, примерно около 12 манат на одного человека. И ехать, не знаю, часов, наверное, 9-10 минимум. Наша первая остановочка по пути Грузии. Едем на таком вот автобусе до, я так понял, Газаха, а потом вот от Реми-Кёрно, что ли. В общем, едем до Красного моста. Это последнее, ну, КПП перед границей. Вот. Возможно, будем заезжать еще в Гянджу. Ну, не знаю. Автобус, в принципе, нормальный, но минус, что нет кондиционера, я так понял. Просто какой-то вентилятор дует. И все, в принципе, довольно жарковато едем. Все. Надеюсь, сегодня доберемся. Но когда я спрашивал, что можно ли вообще доехать до Тбилиси, сказали, что границы перекрыты, и сейчас через границу вообще нельзя переезжать. Только по воздуху на самолете. Но я считаю, что это в корне неверно. Ну, как бы, не знаю, иностранцы, например, я думаю, всегда могут выехать. Вот, возможно, для азербайджанцев так нельзя, но... Остановились, у нас тут пересадочка внеплановая. Увидел какого-то ослика. Нифига такое, типа... Ладно, не будем пугать. В общем, у нас такая, да, необычная, короче, ситуация. Едем в Грузию, и автобус просто остановился. Такси, я так понимаю, он заплатил таксисту, ну, либо какой-то его знакомый денег, чтобы он нас довел до границы именно, короче. Вот. Потому что он, видимо, развернулся и поехал обратно. И мы сейчас садимся на машину и едем говорить. Так что можно спокойно где-то похавать, если там... Не, ну да, типа. А лучу там где-то взорвать. Гранат прошлогодний. Ну, в общем, едем мы к границе. Уже начались виноградники. Не, вот там были, короче. Море теплицы, там был и виноградник. Ну да. Тут, может, теплее. Я знаешь, что узнал? Что, ну, чем больше солнца виноград, тем он слаще. Вот Кидзамарули самое сладкое вино считается. Молодец, я тебе то же самое про клубнику рассказывал. Красава. Подъезжаем уже к границе, тут уже видно, что много фур стоит. Даже видели на русских номерах. Честно, все удивляются, пройдем ли мы границу или нет. Мы сами не знаем. В общем, пробуем. Так как поезда Баку, Тбилиси нет сейчас. Ну и перед границей решили перекусить. Взяли, получается, ну, либо дёнер, не знаю, либо, ну, как бы шаурма в хлебе. Вот такая вот. Даже есть огурец. Ну, в общем, круто. И чай нам принесли. В общем, такая небольшая стоит 2. Ну и чай вроде 1 либо 2 маната. Ну, в принципе, недорого. В центре Баку была шаурма, ну, там, конечно, покруче была и побольше. Больше овощей, мяса там стоило где-то 5 примерно. Ну, в целом вкусная.
Ну и в целом удобно, если у вас остались как бы монаты, то можно здесь потратить, что-то купить, либо в магазин зайти. Ну, тут, конечно, цены немножко дороже в магазине. И также здесь есть менялы, которые предлагают поменять курс с моната на лари, получается. Но курс нам совсем не понравился. За 100 монат они просят 150 лари. Ну, то есть 1,5 курс к лари. Но хотя курс должен быть примерно в 2 раза. То есть больше. То есть, ну да, 1 монат выходит 41-42 рубля, а 1 лари где-то 20-21 рубль. То есть в 2 раза должно быть. Но они тут меняют к 1,5. Все, уже стемнело, подходим к границе с Грузией. Сейчас, надеюсь, быстренько пройдем и отправимся уже в Грузию. У нас было 5 бананов, 2 китката, пол-литра воды. Ну да, решили нам надо на последний затариться, немножко продуктов Одна пачка и семечек. пойти. Необычно в таком туннеле идем, короче. Это, видимо, нейтральная, да, уж территория? Наверное. Или еще, наверное, азербайджанская. Ну, в общем, снимать вроде не было знаков, что нельзя, поэтому снимаем. Такой вот переходик. И, ну, паспорт проверили, в принципе, 3 минуты и пропустили. Так что все окей. Ну все, нашли таксиста за 40 лари, едем. Он нас нашел. Наоборот. Кому-то вы сказали, что Тбилиси такси наставили, а не сумасайки. Ну, в общем, все мы, ребят. Смотрите, какой шар стоит. Приехали мы, наконец-таки, в Тбилиси. Кое-как добрались. На границе, наверное, минут 40 потратили. Но ничего, пропустили. Ну и все, идем в отель заселяться. Не 20, 220. Вот. Тут прям уже движ кипит. В общем, первое, что удивило, хотели взять сок. Сок стоит, короче, у них гранатовый самый маленький, ну, либо гранатовый, либо апельсиновый, 10, получается, лари. Ну, в пересчете 220 рублей. Я вот, честно говоря, ну, приценился на рублям и вообще в шоке, короче. Потому что в той же, не знаю, в Стамбуле обычно такой сок стоит 7 лир. А если это по 9 рублей, то это выходит, ну, примерно, типа... Если бы считать по 7 лир за баночку сока, да, гранатового либо апельсинового, то это выходит всего лишь 70 рублей. А там еще и то у них курс падал, была 6 лир, 6,6, 36, 50 рублей, 40-50 рублей. То есть совсем, ну, дешево. А тут целых 200, да, тут целых 220 рублей за маленькую баночку сока. Так что, не знаю, возможно ли туристов такая цена, либо не сезон. Хотя в Турции даже зимой такая цена. Так, не в сезон, то и должна быть цена дешевле. Не, наоборот, не сезон, то что как бы нету фруктов свежих. В этом плане. Да, но там тоже зимой, мы же зимой были, было 7 лир. Так что сок, видимо, мы не будем свежевыжатый пить в Грузии. 0027.